Приветствую вас на канале Bizarre World, друзья! И сегодня я для вас приготовил просто бомбический выпуск. В нем будет сразу несколько рубрик канала. Да, вы не ослышались, сразу несколько. Это флаги мира, карты от подписчика, геофакты, СССР и многие другие. Каждый выпуск будет уникален, насыщен информацией. Я уверен, вам понравится, друзья. А в дальнейшем я планирую дополнять, обновлять рубрики. И эти рубрики будете выбирать вы. Да, именно вы. Ну что, готовы узнать много нового, удивительного и интересного о нашем мире? Тогда погнали! Друзья, перед началом ролика, собственно, я вам хотел порекомендовать суперские чаи, которые я заказываю на сайте MойChai.ru. Вот такие вот супер крутые, собственно, чаи из Китая. Они повышают иммунитет, ваше здоровье улучшают. Если вам и этого мало, то можете еще заказать там же мед. Вот я заказал разнотравье, калужский мед. Просто обалденный вот такой мед. А также протеиновые батончики, которые повышают вас, так сказать, иммунитет, здоровье усиляют. А сейчас, вы знаете, весна, сейчас много кто болеет и все в таком духе, в общем-то, друзья. Я пока вот скушаю меда чуть-чуть. Ой, какой вкусный чай. В общем, друзья, да это просто на камеру не передать. Ссылочку оставлю в описании. Заходите на мой чай, выбирайте суперский вкусный чай и разную продукцию дополнительно. Ну а мы переходим, собственно, к просмотру выпуска. Погнали! Начнем мы с далекого островка под названием Исландия. Это такая небольшая страна, которая находится на отшибе цивилизации. И она действительно увеличивается на 5 сантиметров каждый год. Вы спросите, как? Почему? Тут на самом деле все достаточно просто и объяснимо. Площадь Исландии, разделенная североамериканскими и европейскими тектоническими плитами, увеличивается почти на 5 сантиметров ежегодно, поскольку плиты удаляются друг от друга по мере того, как Северная и Южная Америки движутся на запад. Тихий океан таким образом сокращается на 2-3 сантиметра в год. С каждым годом Азия и Америка становятся все ближе и ближе друг к дружке. А маленькая Исландия увеличивается каждый год. Интересно, какая она будет размером и где будет она находиться через сотни лет? Да, так и до Британии доползет, ей-богу. Кстати, есть один остров, и он тоже ползет. Это Гавайские острова, принадлежащие США. Как говорят ученые, они движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. И есть догадки и мемы даже на эту тему. Мол, Перл-Харбор ползет мстить лично. Что же это за знак такой? Это разве флаг, спросите вы? Но вы удивитесь, друзья, это действительно почти что флаг. Это один из самых известных автомобильных марок Германии – BMW. Bayerische Motorenwerke. По-русски переводится как «моторные баварские заводы». Удивительно, но в логотипе этой замечательной немецкой компании был использован элемент флага Баварии, одной из федеративных земель Германии. Ну, это как у нас, допустим, ну не знаю, область или регион, да? Всего же в Германии таких вот федеральных земель 16. И вот интересно, вот так примерно выглядели бы логотипы BMW, если бы эта компания находилась в других частях страны. Допустим, Берлин, смотрите, с медведем. Выглядит прикольно, да? Нидерсхазен похоже на логотип Феррари. А знак федеральной земли Тюринген как будто проглотил флаг Польши. Смех смехом, а ведь действительно в реальности логотип BMW мог бы выглядеть иначе. Какой вам логотип больше всего понравился? Что вы видите на этом фото? Извержение вулкана, может быть, взрыв даже горы. Что вообще тут происходит, спросите вы меня? Правда? На самом деле тут все просто. Перед вами всего лишь одна из гор Монтани.
Монтана это такой штат Соединенных Штатов Америки, расположен на северо-западной части страны. А свечение похоже на взрыв, всего лишь закат солнца. Да, оно светит на горы и создает такой уникальный вау-эффект. Круто, да? Теперь карты мира. Первую карту прислал нам подписчик Дмитрий Королев. Карта показывает жуткий голод в СССР. Это был массовый голод, охвативший страну с 1932 по 1933 года. Обширные территории СССР, входившие в состав Украинской ССР, Российской СФСР, включая Казахскую, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири и Белорусской ССР. Районы, отмеченные черным, как вы видите, цветом, наиболее пострадали от голода и болезней, связанных, собственно, с недоеданием. Погибло, по разным оценкам, от 2,5 до 7 миллионов человек. Да. Нуржан Жумабаев прислал нам карту следующую, где убраны все цвета флага стран мира, кроме синего. Любопытно, но при таком условии, как мы видим, флагов стран мира, таких как Канада, Турция, Китай, попросту не видно. Ведь в этих флагах нет синего. Казахстан и Австралия весьма неплохо сохранились, правда? А вот флаг России стал похож на синюю версию вообще флага Польши. Марат нам прислал следующую карту. Это карта часовых зон России. В России 11 часовых зон с 1 по 11. Границы часовых зон проходят по границам субъектов Российской Федерации. От Калининграда, собственно, -1, далее Москва 0 и до 9, она же 11, часовая зона. Каждый субъект федерации входит в одну часовую зону, за исключением Якутии, территория которой, собственно, расположена в 3 часовых зонах. 6, 7 и 8. Вот такая большая Якутия. Александр нам прислал еще одну интересную карту суперскоростного интернета. Где и по какой цене доступен интернет со скоростью 1 гигабайт в секунду. Темно-синим цветом, собственно, отмечены страны, где он очень дорогой. Светло-синий, дешевый. Белым отмечены страны, где его вовсе нет. Самый дешевый, как мы видим, собственно, суперинтернет Румынии. Всего $8,8. В Украине $10. В России в 2 раза дороже, $23,2. Но все же дешевле, чем, например, в США. Там он стоит $80. А в Австралии вообще $231. Вот такой вот мегаскоростной интернет. Андрей нам прислал прикольную карту Европы, где больше всего пользователей операционной системой Android. А в каких странах, так сказать, больше с iOS. Как видно, в большинстве стран популярнее все же Android. iOS же популярен, как мы видим, всего в 5 странах. Англия, Норвегия, Люксембург, Дания и Швейцария. Вообще-то в этих странах, так сказать, люди живут богато, видимо, поэтому и телефоны могут себе позволить на базе iOS. Потому что эти телефоны стоят, так сказать, очень дорого. Таких же аналогов с андроидом. Да вы, возможно, сейчас смотрите это видео с Android устройства, я прав? Теперь расскажу вам кое-что интересное из эпохи СССР. В те далекие времена, когда еще начиналась Вторая мировая война, танков в Советском Союзе катастрофически не хватало. А как вы знаете, кулибиных на Руси было всегда много. И в результате придумали такой вот гениальный план. Раз танков было мало, и под них, собственно, стали переделывать обычные трактора. Их просто обшивали броней. Когда была, так сказать, стычка с румынами, в ход пошло около 20 таких танков. Правда, они скорее просто напугали противника воем сирен, отсутствием света, так как те, так сказать, румыны не видели, что это такое за жуткое скрипящее в темноте движется. Эти машины-монстры поэтому и называли так «Ни-1», что значило «на испуг».
Смекалки нашим дедам не занимать. Запугивали противника простыми танками. Мало того, на них еще и до кучи часто крепили муляжи тяжелых орудий, чтобы, видимо, вообще запугать вражину до смерти. Вот такие смекалистые. Вопрос дня. По гербам 3 городов и по их названиям можно догадаться, что в разное время их объединяла добыча одного полезного ископаемого. Какого именно? Посмотрите на эту данную, так сказать, фотографию, попробуйте догадаться. Подумайте и потом, собственно, свой ответ напишите в комментариях под этим видео. Самый залайканный и правильный я закреплю через какое-то время под выпуском. На этом все, друзья. Вот такой вот вышел насыщенный, интересный выпуск. Влепи лайкос, если тебе понравился видео. И да, увидимся в следующем выпуске. Так сказать, пока-пока, друзья. Пока-пока.